Конец апреля 2025 года, и всех приветствую из Одессы. Сейчас вот нахожусь возле торгового центра и буду идти на Старосинную площадь. Мы уже там с вами были. Сейчас все позеленело, и выглядит она гораздо красивее, чем раньше. Смотрите, сколько людей сегодня на пешеходных переходах. Праздники закончились, но место здесь, в принципе, всегда оживленное. Вот, кстати, видите, у нас есть новые трамваи, ну и есть трамваи, которые постарше. Люблю этот пешеходный переход, уже как-то его показывала. Смотрите, из-за того, что здесь много кафе, то придумали нарисовать его в виде ложек и вилок, чтобы все знали, куда оно идет. У нас последние дни похолодало, уже не 25 градусов, уже совсем не жарко. Но, тем не менее, хотя бы солнечно. Хоть и воздух холодный, но если присесть где-то на солнышке, то, в принципе, нормально. Все равно ощущается, что скоро лето. Посмотрите, какое все зеленое и как все везде уже украсили цветами. Всем привет из Одессы. Я приехала в район вокзалов и просто удивляюсь, какое большое количество людей уже здесь ходят с чемоданами, с большими сумками. Все-таки, думаю, многие из них уже потихоньку начинают приезжать на отдых в Одессу, потому что на последних выходных, несмотря на то, что похолодало, в курортных местах города, в Аркадии, на пляжах уже гуляло достаточно много людей. И от знакомых слышу, что многие начинают приезжать, потому что открываются популярные места в городе, начинают работать террасы, и люди из других городов, которые не могут жить без Одессы, начинают уже заезжать к нам в гости. Мне кажется, что если все будет хорошо, то в этом году будет классный курортный сезон, и, возможно, даже лучше, чем в прошлом году, потому что в прошлом году первый год за время войны, когда в Одессу приехало много людей. Ну, а если сейчас в апреле начинают уже люди приезжать, то, думаю, летом точно они не смогут не посетить Одессу. Многие пишут, что у нас все трамвайчики старые, но неправда. У нас есть и новые, и старые. Просто еще не весь автотранспорт обновили, но надеемся, что в скором будущем это сделают. С появлением солнца на улицах города такое чувство, что все одесситы повыходили на улицу. У нас сегодня относительно тихий день, еще не было воздушной тревоги. Утром была воздушная тревога, но, к счастью, на город ничего не летело. Это уже радует, потому что после того, что мы несколько раз переживали, конечно, хочется, чтобы уже все время было тихо, потому что нервная система не выдерживает. Прошла уже неделя, только начинаем в себя приходить, потому что действительно это все было очень и очень сложно. Посмотрите, какая уже зеленая травка. У нас везде на газонах сейчас устанавливают таблички с правилами, потому что многие люди не понимают, что их нельзя нарушать, особенно часто любят выгуливать собак. А в целом обстановка у нас, как обычно, напряженная. Нету такого, чтобы все могли расслабиться окончательно и знать, что не будет тревог, будет тихо. Все равно все переживают ежедневно. В городе уже везде заработали фонтаны, даже здесь на площади. Маленькие, но тем не менее, смотрите, голуби просто устроили здесь баню. Смотрите, как они купаются. Воздух сегодня очень прохладный, но тем не менее вижу, многие люди все-таки ходят в футболках, в шортах. Им жарко. Увидела зеленую травку и хочу сразу всем напомнить, что будьте осторожными, потому что везде уже во всех новостях пишут, что по всей Украине активизировались клещи. Из-за того, что нет сильных морозов, их с каждым годом становится все больше и больше. И очень много случаев, когда они являются переносчиками опасных заболеваний. Поэтому сейчас начинается сезон, когда все любят посидеть на травке, покушать шашлыки, поесть. Поэтому нужно обрабатывать одежду и свое тело специальными средствами, чтобы ничего вас не угрызло. Я каждый раз, когда приезжаю на Старосинную называют по-разному площадь, удивляюсь, как здесь все цивильно и красиво сделали.
Раньше здесь была настолько заброшенная, никому не нужная территория, что сюда вообще никто не хотел даже подходить, потому что здесь было реально страшно. Вот так прогуляться, как мы сейчас с вами, мы бы не прогулялись, потому что, ну, такое себе жуткое зрелище. И вот относительно недавно, хотя уже это около 10 лет, наверное, не помню какой год, и здесь все вот так вот привели в порядок, и такое большое количество людей отдыхают, приходят сюда как в парк. Кто-то ждет поезд, кто-то ждет автобус, кто-то просто с детками приходит посидеть, погреться на солнышке, на лавочке. Очень приятно видеть, когда город с каждым годом становится, в принципе, все лучше и лучше. У меня в конце апреля день рождения, и многие из наших зрителей меня уже поздравили с этим праздником. Я благодарю всех за прекрасные слова, за прекрасные пожелания. Это очень-очень приятно. И некоторые из наших зрителей, и можно сказать не зрителей, а даже уже наших друзей, поздравили меня, подарив подарки. І я хочу przekazać duże pozdrowienia dla Macieja Szczecyna. Maciej, bardzo i bardzo Ciebie dziękuję za taki wspaniały prezent. Mi jest bardzo, bardzo miło i bardzo przyjemnie. Dziękuję serdecznie i od wszystkich nas pozdrowienia do wspaniałego miasta Szczecin, do Polski. Я вот сегодня прочла, что в апреле в Одессе службы высадили 327 деревьев. Представляете, как хорошо. Их вроде бы незаметно. Я часто гуляю, возмущаюсь, почему так мало насаждений. Очень много старых деревьев. А что же будет, если они погибнут? Но, тем не менее, есть и новые. И прочла, кстати, что с начала года высадили, оказывается, более 1500 деревьев и больше 7000 кустов. Так что нечего нарекать, все равно город постепенно озеленяет. Покажу вам, что можно перекусить, приехав на ЖД вокзал в Одессу. Вот, смотрите, прям рядом есть вот пицца, 200 гривен, 220, 230. Не видно веса, но в принципе нормальная цена. Вот рыбку скумбрия, одна штука, 230 гривен, можно перекусить. Что здесь еще есть? Паста, 240 гривен, большая порция, 400 грамм. Вот еще другие пиццы. Вот даже паста с мидиями, наверное, черноморскими, 260 гривен. Что здесь еще есть? Не вижу. Супчики, какие-то, пюрешка, 80 гривен. Салатики 210, 250. Супчик с фрикадельками 130 гривен. В принципе, голодными вы так вот сразу с поезда или с автобуса не останетесь. Как-то приедем сюда с вами летом, я вам покажу, что такое туристический сезон и какие толпы здесь будут где-то с середины июля. Поезда будут просто переполнены, потому что все будут ехать загорать и оздоравливаться в Одессу. Кораблик с одесской символикой здесь. И вот трамвайчик с одесской символикой. Ну, а мы идем дальше. Так, на привозе, как всегда, оживленно. Много людей, автомобилей, и смотрите, здесь уже все тоже как изменилось, смотрите, как все зеленеет. Я просто в восторге. Наконец-то лето. Но слушайте, буквально пару дней назад в Одесской области передавали заморозки. У нас не было, но вот все равно воздух немножко холодный. Все начали говорить о том, что возможно есть надежда на то, что скоро война закончится. У людей, как всегда, просыпается надежда и энтузиазм, но не знаю, то он просыпается, начинаешь во что-то верить, но так, здесь в районе привоза всегда есть красивые цветы. Сами здесь покупаем в этих магазинах. И действительно есть такие добросовестные продавцы здесь, у которых покупаешь букет, и он долго стоит. Красиво.
А вот уже продают петунию вовсю. И чернобревцы вот такие вот. Сейчас посмотрю, в какую цену. 40 гривен штучка. Красивые. Здесь уже люди покупают. Так, петуния по 30 гривен штучка. Смотрите, какие красивые различные цвета здесь есть. А есть в больших вазонах. На балкончик или на дачу. Посмотрите, какая прелесть. Разные, тоже разные цвета есть. Извините, а в какую цену петуния в вазончиках у вас? 280, 250. Ага, 250 и 280. Спасибо. Вот еще какая цветная есть, красивая. Вот 250. Такая 250. Вот это белоснежные все Ага. по 280. Белоснежная по Ну, если там 280. два брать, то скидка есть. Ага, хорошо, спасибо. Если брать два, то есть скидка. Здесь различные. От 2 скидка, да, спасибо. Такие вот по 50 гривен. И такие пеларгония по 100. Сейчас по прохожим видно, люди разделились на 2 категории. Тем, кому еще до сих пор холодно, и тем, кому уже очень жарко. Ходят все абсолютно по-разному одеты. Кто-то в теплых куртках, а кто-то уже даже в шортах. И по видео и не поймешь, какая это погода уже в Одессе.